В прошлой серии «Бедной Насти». В сердце твоем рана. Вижу, предала тебя твоя женщина. Я бы хотел загладить свою вину. Я не знаю как. Я должен сказать правду. Правду, которую не имеет смысла дольше скрывать. Андрей хочет сообщить вам, что свадьба все же состоится. Анна, я прошу вас. Зачем? Да послушайте же вы меня! Дорогой Шурин, наверное, гора с плеч свалилась, а? Ваша сестра чистое золото, говорю я вам. Я рад, что вы понимаете это. Иначе бы я не женился. Александр Николаевич? Мария. А вы слышали новость? Надеюсь, войну никто не объявил? Нет, новость очень хорошая. Ваши родители устраивают сегодня семейный ужин. Вот как. Забавно. Давненько я не сидел за одним столом с папа. Ой, я надеюсь, что будут ваши братья и сестры. Помните, вы рассказывали смешные истории о них в Гессен-Дармштадте? А мне больше всего понравилось про Константина и капусту. А может быть, вы еще что-нибудь мне расскажете? Боюсь, что нет. А что случилось? Вы что-то потеряли, да? Нет, я только что был на заседании. А оттуда, честно говоря, трудно выйти в жизнерадостном настроении. Дела государственные. Понимаю. Скажите, Марии, а как давно вы видели свою фрейлину, Натали? Разве вы не знаете? Натали уехала к своим будущим родственникам. У них тоже семейный ужин. Она уехала, а мне ничего не сказала. Простите, я просил ее кое-что передать императрице, и теперь я не знаю, передала она или нет. Это очень важно. Натали уехала. Это важно. Я распорядился по поводу ужина сегодня вечером. Вы решили, что надеть? Пусть это не беспокоит вас, Ваше Величество. До ужина еще много времени. Что вы делаете, mein Herz? Мы ведь не должны переодеваться к ужину прямо сейчас. Да, до ужина еще достаточно времени. До ужина еще целая вечность. И эта вечность пролетит незаметно. Убирайтесь. Зачем вы так? Мне лучше Карла Модестовича. И вы говорите, что пришли просить прощения? Так и есть.
Мне следовало сразу понять, зачем вы на самом деле пришли. Убирайтесь. Я не лицемерил, когда просил вашего прощения. Это было искренне. Единственное, что вас искренне, так это то, что вы можете сказать все, что угодно, лишь бы получить то, что вам нужно. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете меня простить. Никогда. Андрей Петрович, так ведь теперь и ваша свадьба состоится. Я рад, я действительно рад. Надеюсь, вы не собираетесь менять свои планы ради этой девки дворовой. Конечно, княжна Натали, наверное, знатная партия. Не забывайтесь, господин Забалуев. Еще недавно вы позволяли себе говорить совершенно другим тоном. Так ведь и вы, Андрей Петрович, тоже говорили по-другому. Хотя, должен вам признаться, я до сих пор под большим впечатлением от вашей отваги. Неужели у вас хватило бы духу сказать своей невесте в глаза всю правду? И такую правду. Полно ерничать, господин Забалуев. Андрей Петрович, уверяю вас, без особой надобности мы к этому разговору больше не вернемся. Верно, не вернемся. Кроме того, мы ведь скоро станем как братья. А братья должны держаться друг друга. Верно? Неверно. Вы можете жениться на моей сестре, но я никогда не назову вас братом. Хотя есть множество других слов, которыми я мог бы вас назвать. Лжец, подлец, мерзавец. А вам не кажется, что вы должны быть ко мне немного добрее? Ведь вы, как я понимаю, не хотите, чтобы я кое-что рассказал княжне Репниной? Верно? Верно. Не хочу. Но существует множество других способов, которые могут заставить вас молчать, если вы будете слишком много болтать. А если я узнаю, что вы обидели Лизу, если я хоть раз услышу, что она плачет из-за вас, если вы причините ей хоть малейший вред,
Клянусь всеми святыми. Я убью вас. Ну что вы, право. Андрей Петрович, зачем же мне обижать ее? Я обожаю вашу сестру. Я всегда буду... Вам лучше притвориться, что так оно и есть. Надеюсь, мы поняли друг друга. Ты не договорила. Расскажи мне еще о моей линии любви. Вижу, любовь у тебя страстная. С первого взгляда, верно? Да. Я полюбила Анну в тот день, когда мы встретились. Анна. Так ее зовут? Звучит как музыка. Она очень музыкальна. Прекрасная женщина. И прекрасная певица. Да. Она завоевала твое сердце. Но после этого ранила тебя. Вот она, твоя рана. Где? Вот здесь. И это горький удар. Что ты еще видишь? Вижу, что ваши пути никогда не пересекутся. Не судьба вам с ней вместе быть, барин. Ты сильно изводишь себя, да понапрасну. Где ж ты раньше была предсказательница? Тебя ждала. Не огорчайся, поверь ради. Я могу сделать тебя счастливым. Расскажи, что будет со мной и той женщиной? Я сказала тебе. Тебе и твоей любви никогда не быть вместе. Больше нечего сказать. Я тебе не верю. Ты выдумываешь. Гадалка может предсказывать будущее, но не может его изменить. Твоя ладонь рассказывает мне историю любви к этой женщине. И это несчастная любовь. Но она не единственная, кого ты можешь полюбить. С такой страстной душой, как у тебя. Александр, что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Я просто не думал, что Наталья уедет из Петербурга так неожиданно. Но в поместье ее ждет жених. Что? Жених. А, жених. Да. Скажите, Мария, а вам не кажется странным, что ее жених так много времени проводит в поместье? Почему его не огорчает разлука с Натальей? Вы беспокойтесь за нее. Она очень любит князя. Но, тем не менее, не спешит всюду следовать за ним. Наталья очень верная фрейлина.
В то время, когда она проводит разлуки с Андреем, она со мной, и за это время мы стали настоящей подруги. В самом деле? Да. Знаете, что она говорит? Что мужчина и женщина трудно выразить свои чувства, что разлука помогает лучше разобраться в себе, и что если не можешь сказать что-то вслух, можно написать на бумаге. Переписка помогает лучше понять друг друга. Да? В самом деле? Она так сказала? Да. Тут есть над чем подумать. Любопытно. Простите, Мария, я должен вас покинуть. Очень жаль. Я с нетерпением буду ждать ужин сегодняшний. Я тоже, Мария. Прости. Я не могу. Крепко ты любишь эту женщину. Она все еще в твоем сердце. Я не хочу, чтобы она была в моем сердце. Так отпусти ее. Не могу. Мне надо идти. Останься. Здесь со мной. Мы здесь вдвоем уже слишком давно. Тебя не хватится. Что скажут в таборе? Пусть говорят, что хотят. Они там, а ты здесь. Рядом. Зачем тебе это нужно? Тебе больно. А я знаю, как помочь тебе. Я могу заставить тебя забыть ее. Останешься со мной? Натали, вы хорошо устроились? Благодарю, у вас очень гостеприимный дом. Андрей по возвращению из Петербурга говорит только о вас. Надеюсь, я похожа на его рассказы обо мне? В жизни вы еще очаровательнее. Я уверена, что у нас с вами будет время узнать друг друга получше. И я, так же, как мой брат, полюблю вас всей душой. Наталья Александровна, я разобрала ваши вещи. Спасибо. Голубушка, подайте, пожалуйста, чаю. Я что-то мерзну сегодня. Слушаюсь. Прошу. Это совсем семейный ужин. Да. Только вы и ваши родители. Да-да. Ага, хорошо. Я боялся, что будут еще гости. Почему мы боялись? А я не знать, о чем говорить за столом.
Я даже выучить одно русское стихотворение. Зачем? Чтобы говорить о поэзии. Забавно. Прошу вас. Я не знаю никого при дворе, кто увлекался бы поэзией настолько, чтобы говорить о ней за ужином. Но разве только Василий Андреевич? Но он к нам сегодня не присоединится. Прошу. А вы? Вы любите стихи? Ну, в детстве Василий Андреевич и другие учителя пытались меня заставить их учить. Я страшно сопротивлялся. Ну. Принцесса? Нет. Стихи это так прекрасно. Возможно. Но для будущего императора это лишнее увлечение. Но вы ведь сами писать стихи. Пытался. Но если бы вы их прочли, боюсь, вы навсегда бы разочаровались и во мне, и в русском языке. Нет, это невозможно. Ваши стихи... Александр, Мари, прошу прощения, мы несколько задержались. Невзирая на свою пунктуальность, Его Величество иногда совершенно теряет счет времени. А мы с принцессой беседовали о поэзии. Ну, прошу к столу. Мари. Стало быть, вы говорили о поэзии. Да? Я очень люблю стихи. Это так романтично. Да. Самые романтичные чувства и порывы иначе, чем в стихах, не выразить. Но есть вещи намного лучше поэзии. Вы правы, Ваше Величество. В стихах можно выразить то, что лежит глубоко в сердце. Рифма как будто сама выражает чувства. О, как верно подмечено, Мари, как верно. Рифма уже несет в себе чувства. Но без таланта не обойтись. Неверно зарифмованные чувства могут только отпугнуть читателя. Неправда. Если читатель знает, что в рифма спрятано искреннее чувство, то он не будет смотреть на изящность слога. Вот именно, Мари, вот именно. За изящность слога можно ценить Пушкина или Жуковского. Я согласна, мой Герц. Любовная поэзия не всегда должна становиться достоянием библиотеки. Если она любовная, то этим уже все сказано. Она предназначена двоим. Вы действительно так думаете? Да. Да. Да-да. Таня. Андрей Петрович, я не заметила вас. Зачем тебе подсвечник? Молодая барыня просила еще свечей. Читать перед сном будут. Какая молодая барыня? Ваша невеста, Наталья Александровна. В самом деле? Ну что ж. Вы довольны? Доволен чем? Тем, что
все так обернулось. Довольны? Теперь княжна ничего не узнает про нас с вами. И барыня тоже в неведении. Всем хорошо. Если бы правда открылась, это было бы ужасно. Да, конечно. Таня, постой. Раз уж ты здесь, останься. Давай поговорим. Раз уж я здесь, а если бы не пришла, не захотели бы говорить, даже не вспомнили бы. Таня, зачем ты так? Присядь. Присядь, послушай меня. Я не хотел причинить тебе боль. Мне очень жаль, что все так вышло. Мне тоже очень жаль. Как бы там ни было, я не хочу тебя терять. А как же вы меня можете потерять, Андрей Петрович? Крепостных не теряют. Их покупают и продают. Если только в лесу потеряюсь, и то навряд ли. Мы ведь с вами этот лес с самого Да при детства. чем здесь это, Таня? Я не собираюсь к тебе относиться как к крепостной. Я не хочу терять твоей дружбы. Как скажете, барин. Что? Я говорю, как скажете, так и будет, барин. Какой я тебе барин? А кто же вы мне? Добрый вечер, Владимир Иванович. Сергей Степанович, я был уверен, что вы уже уехали, но я рад снова видеть вас. Нет, я задержался, чтобы иметь с вами серьезный разговор. Готов поговорить, но к чему такая официальность, прошу вас? Ну, дело крайне серьезное. Ну что ж, я слушаю вас. Я хочу поговорить с вами о вашей крепостной. Вы имеете в виду Анну? Да. Ну, правда, мне трудно называть ее крепостной, потому что ваш отец, знакомя меня, представлял ее несколько иначе, но вы настаиваете на этом факте. Ну, хорошо. Я считаю ее талант поистине выдающимся. И я бы хотел принять участие в ее судьбе. В каком смысле, Сергей Степанович? Меня будет мучить совесть, если я вернусь в Петербург, а она останется здесь. Она была воспитанницей вашего отца, и если теперь она здесь останется одна, то она... Пропадет? Вы это хотели сказать? Пропадет ее талант. А это было бы против воли вашего дорогого отца. Поэтому я от имени дирекции императорских театров и в память о моем дорогом друге прошу вас подумать о том, чтобы мне выкупить Анну. Это
Право, неожиданно. Но я не требую от вас немедленного ответа. Я понимаю, что Анна для вас не просто крепостная, и что вряд ли вы захотите так легко расстаться с ней. Но все-таки подумайте об этом. Мне не о чем думать. Сергей Степанович, вы совершенно правы. Значит, я могу понять это как ваше согласие, да? Да, Сергей Степанович. Анна будет принадлежать театру, а не мне. Но я рад, что вы пошли мне навстречу. После вчерашнего вечера. Я глубоко сожалею о своем вчерашнем поступке. Сергей Степанович, примите, пожалуйста, мои извинения. Я принимаю. Я принимаю. И давайте забудем об этом. Давайте вместе подумаем о ней. Я отправляюсь в Петербург, чтобы оформить все необходимые документы. Я, в свою очередь, подготовлю бумаги здесь. До свидания, Сергей Степанович. Всего доброго вам. Ну вот, расходная книга. Зачем она вам сейчас? Как это зачем? А что, я в Корфу с пустыми руками поеду? Да куда же вы так торопитесь-то, Андрей Платонович? А чего медлить-то? Исправника я уже пригласил. Мы все приезжаем в Корфу. Я показываю книгу. В книге ни строчки о выплате долга. Владимир Иванович с нами согласен, принимает все наши требования. Как вы настроены на победу-то, а? Марья Алексеевна, когда я узнал, что Лизонька согласна на свадьбу, у меня просто крылья выросли. И хочется в этот же день захватить поместье Корфу. Ах, вам бы войско под начало. До генерала бы дослужились, Андрей Платонович. И дослужился бы. Жаль. Война быстро кончилась. Поедем в моей карете, это быстрее будет. Яичко-то положите на место. А яичко я просто так, в руки взял, чтобы в руках что-то подержать. Много у вас прелестных вещиц, Марья Алексеевна. У Корфа, я думаю, тоже немало дорогих таких штучек припрятано. Да, и Корфам придется с ними расстаться. Ах, Андрей Платоныч. Марья Алексеевна. Вы сегодня великолепно выглядите, Ваше Величество. Добрый вечер, Василий Андреевич. А где же принцесса Мария? Разве у вас не должно быть урока? Точность, вежливость королей, но, как видно, она присуща не всем царственным особам. Как прошел ваш ужин с цесаревичем и принцессой Марией? Принцесса слишком увлекается поэзией. Кто в ее возрасте не очарован стихами о любви? Не стоит скромничать, Василий Андреевич. Вы всячески поощряете это увлечение. Принцесса уже учила это стихотворение? Еще нет. Это слишком сложно для нее. Да. Я помню, как тяжело нам не давалось. Ой, я была в отчаянии. Думала, лучше мне не быть императрицей, чем учить этот ужасно сложный язык. Принцесса Мария способная ученица? Принцессе не просто даются успехи, но она весьма старательна.
Вы прекрасный учитель, Василий Андреевич. Я до сих пор не могу понять, почему Николай тогда был так против того, чтобы вы стали учителем сына. Если бы не ваша настойчивость и вера в меня, никто никогда не узнал бы, что я способен к преподаванию. Вы выдающаяся женщина. Я бесконечно обязан вам за все, что вы для меня сделали. Василий Андреевич. Кто же это может быть? Неужели у нас в гостях принцесса Мария? Это Лиза. Вот все расскажу маменьке и поставит тебя в угол. Ты правда подумал, что это Лиза? Как я могу не узнать свою Наташу? Лизе сейчас не до забав. Она готовится к завтрашнему дню. Да, у нее было грустное лицо, когда она говорила о свадьбе. Тебе показалось. Просто она устала от свадебных приготовлений. У тебя тоже не очень счастливое лицо. Это у вас такая семейная традиция – грустить перед свадьбой? Конечно же нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что и ты, и твоя семья будете рады и Лизиной свадьбе, и нашей. Не беспокойся. Моя семья просто в восторге от того, что мы женимся. А мне не о чем больше беспокоиться. Как же я была глупа, когда ревновала тебя к Татьяне. Я постараюсь больше не огорчать тебя своими подозрениями. Я так счастлива. Ты счастлив? Андрей. Ой, извините, ради бога, я такая неловкая. Танюш, ничего страшного. Угу. Я пойду метлу принесу. Прости. А ты куда? Я должен убедиться, что с ним все в порядке. В последнее время вы меня удивляете. Приятно удивляете. Почему вы удивлены, Николя? Стихотворение, которое вы мне оставили, взволнует любую женщину. Вы имеете в виду это? А разве не вы написали? Мы столько лет вместе. Я был уверен, что вы заметили, как тяжело мне даются рифмы. Увы, это стихотворение написал не я. Но оно полностью выражает те чувства, которые я испытываю к вам. И я готов подписаться под каждым словом. Благодарю вас. Но теперь меня мучает вопрос, кто же автор этого любовного послания и почему оно оказалось у вас на столе? Ну, в этом нет никакой тайны. Вы сами можете легко догадаться, кто мог его написать. Во дворце не мы одни подвержены любовным настроениям. Увы, моя милая Шарлотта, это письмо написал не я. Но я очень рад, что вы ошиблись. Ваше заблуждение подарило мне столько восхитительных мгновений.
Василий Андреевич? Послушай, Григорий. Да, барин. Помнишь, отец как-то отправлял тебя в город? Как не помнить? Это когда для Анны нужно было вольную справить. Именно вольную. Так вот, тебе нужно съездить туда еще раз. Здесь нужно поставить печать еще раз. Понял. Скажешь, что барин прежний вольную потерял или просто испортил. Да будут они спрашивать. Как скажете, так и сделают. А тем лучше, ступай. Миша, я рад, что ты вернулся. Я беспокоился о тебе.